Всем огромный привет! Сегодня миллионы людей не мыслят свою жизнь без железного коня. И, конечно же, вы согласитесь, что автомобиль – удобное средство передвижения. Однако за это удобство человечеству приходится платить жестокую дань. Многие не задумываются над тем, насколько опасен автомобиль, если не соблюдать некоторые правила. Подсчитано, что каждый год на дорогах во всем мире гибнет более 1 миллиона 240 тысяч человек. По мере распространения автомобилей растет число неопытных водителей, особенно в развивающихся странах, что и является причиной смертности на дорогах. Поэтому, несомненно, стоит уделить пристальное внимание тому, как себя обезопасить. Итак, давайте рассмотрим 3 основных правила, которые помогут избежать ДТП. Надеюсь, что видео будет полезным и важным для вас. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Правило номер 1. Обязательно проверьте, в каком физическом и эмоциональном состоянии находитесь вы перед тем, как сесть за руль. В настоящее время бешеный ритм жизни, желание успеть все сразу приводит к тому, что накапливается усталость, и это может притупить восприятие и замедлить реакцию. Не забывайте, что гнев, тревога и возбужденность также влияют на манеру вождения и принимаемые решения, и даже могут привести к грубости на дороге. От физического состояния, болезни или телесного повреждения может зависеть безопасность на дороге. Водитель, для которого жизнь человека свята, никогда не сядет за руль, если находится под действием алкоголя или наркотического вещества. Также помните, что употребление некоторых медикаментов влияют на реакцию. Иногда лучше отменить поездку или попросить кого-то другого сесть за руль. Правило номер 2. Обязательно проверьте свои навыки вождения. Для этого всегда нужно быть начеку, прогнозируя ситуацию. Замечайте потенциальные опасности впереди и позади вас и предсказывайте действия, в том числе и ошибки других водителей. Всегда соблюдайте дистанцию, поскольку большинство столкновений происходят из-за недостаточного расстояния между автомобилями. Помните о слепых зонах и отвлекающих факторах. Не полагайтесь лишь на зеркала и смотрите по сторонам. Старайтесь не отвлекаться и не занимайтесь за рулем ничем посторонним, например, не разговаривайте по телефону или не пользуйтесь какой-либо аппаратурой. Выше приведенные правила также относятся и к мотоциклистам. И поскольку мотоциклисты попадают в смертельные ДТП в 37 раз чаще, чем водители автомобилей, то они должны всегда стараться быть заметными и предсказуемыми на дороге. Убедитесь, что вас видят, включайте фары, избегайте слепых зон у автомобилистов, одевайтесь, помня о безопасности. Надевайте шлем и яркую плотную одежду. На экипировке сзади желательно иметь специальные светоотражающие фрагменты. Будьте предельно осторожны. Исходите из того, что другие водители вас не видят, и двигайтесь соответственно. Правило номер 3. Обязательно проверьте свой автомобиль. Перед тем, как отправиться в дорогу, обязательно проверьте техническое состояние автомобиля. Вы потратите всего лишь 10 минут, зато будете уверены в исправности систем и агрегатов автомобиля. Первоочередное внимание следует уделить тормозам, а также всем рабочим деталям. Глубина рисунка протектора должна быть достаточной, чтобы снизить вероятность скольжения или аквапланирования.
Правильное давление в шинах улучшает управляемость и торможение. Большинство автомобилей сейчас оснащены ремнями безопасности, но от них будет мало пользы, если не пристегнуться. Соотносите скорость с условиями на дороге. Мокрая, особенно заснеженная или обледеневшая дорога влияет на управляемость и длину тормозного пути. В темное время суток нужно пользоваться исправными фарами и ехать медленнее. Поскольку жизнь – это дар Бога, нужно делать все возможное, чтобы беречь ее, в том числе зная и соблюдая за рулем правила безопасности. А также всем водителям на заметку 5 советов, как сэкономить топливо в наше нелегкое время. Первый совет. Водите плавно. Частые ускорения торможения повышают расход топлива. Второй совет. Проверяйте давление в шинах. Правильное давление воздуха в шинах обеспечивает легкость вращения колес и значительно экономит топливо. Третий совет. Не повышайте скорость. Вождение на высокой скорости небезопасно и требует больше топлива. Четвертый совет. Грамотно прокладывайте маршруты. Выбирайте свободные улицы и старайтесь выезжать заранее. Автомобиль, стоящий в пробке, потребляет большое количество топлива и создает облако вредных выбросов. И пятый совет. Регулярно меняйте моторное масло и воздушные фильтры. С течением времени масло окисляется и грязь скапливается. А сердце железного коня только тогда бьется в полную силу, когда за ним следят и любят. На этом сегодня все, мои дорогие. Надеюсь, что вы обязательно последуете этим советам и защитите как себя, так и других от дорожно-транспортного происшествия. Всем желаю безопасной езды. Будьте предельно бдительны за рулем. Берегите себя и цените свою жизнь. А также помните, что вас ждут дома. На этом я с вами прощаюсь. До скорого!